Такое зрелище, когда я еще увижу, можно увидеть только в Сан-Хуане. Смотрите. А вон и луна. Я нахожусь в провинции Сан-Хуан. И нахожусь на дороге номер 40. Еще по-другому она называется Рута Куарента. Рута Куарента идет через всю страну. Я сегодня по ней сделаю где-то около 600 километров. Смотрите, какая красота. Я покинул Руту 40. Смотрите, это феноменальное место. Здесь осталось мне 100 километров до Важи де ла Луна. Луна – это месяц, это вот этот вот месяц, видите? И в чем прикол этого? Здесь почти никогда не бывает туч. Когда идут всякие затемнения, там, допустим, вот затемнение Луны, еще что-то, самые такие, даже корреспонденты наши все с телевидения едут в это Важи, чтобы показать вот это все, потому что здесь это те места, откуда наблюдаю. Здесь редко-редко бывает какая туча. Потому, посмотрите, нет ни снега, все сухо, нет ничего такого, нет больших деревьев. Горы отличаются, горы такие, камни. Вот тут еще кустики в основном проезжали, там были дальше одни камни, да и там будут одни камни. Вчера или позавчера в Мендосе я за эти 4 дня, или сколько мы там ездим, уже не знаю, очки черные я не девал. Вот сегодня первый день я в темных очках, потому что туч никаких. И послушайте, какая тишина. Вот это вот все натуральное, скажем так. То есть ни звуков, ни света, ни туч. Нельзя не поделиться такими красотами. Остановились перекусить немножко. Печеньки с жогуром, с йогуртом. Вот, посмотрим, что тут творится. И здесь был такой мирадор, где можно остановиться. Смотрите, какая красота. Здесь очень красиво. И кактусы вот эти. Вообще обалденные кактусы. Сейчас кактус хочу этот посмотреть. Вблизи. Вон какие. Столбы. Намного выше меня. Вот такие здесь кактусы растут. Офигенные. Вместе пластинчатые горы, вот такими пластинами. Вот. Попадало много этих пластин, я взял одну. Мы находимся в парке де ла Луна. Кстати, сразу скажу, что меня тут удивило. Лезли, задолбались на высокую гору, машину я имею в виду. А потом такое плато, то есть уже в горах, можно ехать вот такие ровные дороги, уже по вершинам гор. То есть можно ехать где-то 90, там, ну, написано, понятно, 80, то все. Вот здесь дальше поднимаются еще выше горы. Ну, одним словом, в горах, в горы еще. Так парк закрывается где-то с 8 до 17 работает. Prohibido usar drones, нельзя дронами, нельзя ходить со своими собаками сюда. Одним словом, все такое, надо соблюдать. Это уже на вершине горы, здесь самый хороший небо для того, чтобы наблюдать за звездами по ночам. Кампо Виво. По-моему, тут можно ночевать даже. Ну, в общем, надо рассматривать все. Музей какой-то есть, комедор, мирадор, баня, касса есть. Atención, presentación animales salvajes, пума. В общем, смотрите, бачите? Ходите группами, чтобы вас не съела пума. Прикольно? Так, в общем, смотрите, когда залазите на эти горы, то
уже на горах есть такая плато, видите, такое типа. И вот по нему дорога идет, там можно уже быстро ехать. А потом на этих горах еще растут горы. Вот. Ну, здесь луна. Смотреть. Местные артизаны продают всякие штучки-дрючки. Такие небольшие динозаврики тут гоняли. Теперь только пумы остались. Вот потому что я вижу много фоток и монументов всяких этих. Вот этих динозавриков. Варенье, вино, матницы, кастрюльки. Una pregunta, Sí. señorita, ¿hay camping por acá o no? Sí, la zona de acampe está del otro lado. Zona de camping está de otro lado. Sí, sí. Ah, Pueden gracias. preguntar allá en la entrada. Bueno, Más gracias. que nada, si anda en motorcón, Sí, si tienen sean vehículos. sí, sí, claro. No es un camping común, Ajá. sino como para pernoctar, pasar la noche, sí. Ajá. Es únicamente por esa razón. Muchas No es gracias. un camping que vos, Sí, sí, sí. bueno, normalmente uno... Sí, pones para 10 días una carpa y estás ahí. Sí, es Para pasar la noche. noche, pernoctar y al otro día... Sí. Entiendo. Muchas gracias. Nada. Слышали, да? Кампинг есть. Только кампинг не такой, где надо палатку поставить и сидеть там, праздновать 10 дней. А это для того, чтобы переночевать. Ночью посмотреть на звезды, на луну. Переночевал и чао. Мы с гидом мы едем на землю динозавров. Вот написано Tierra de Dinosaurios. То есть земля динозавров. Надеюсь, динозавр нас никакой не схватит. Вот впереди наш, за нами, ну, в смысле машины, и за нами еще вереница машин. И только что мы видели стадо гуанако проскакало. Мы вот такие, прежде чем нас тут какая-то пума или динозавр схватит, чтобы вы видели, что мы вот так. Теперь погнали. Дикая природа. Пока что гуанако увидел. Кстати, недавно пробегала куча их маленьких. Это побольше будет. И там, по-моему, в кустах есть еще сидят. И тут будет остановка. Так что тут я пойду вам поснимаю что-нибудь. Покрашенные горы, типа ваши Пинтада. Sigan avanzando por aquí, por favor. Venga por acá, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Parque Provincial Ixchihuarasco. Mi nombre es Marcos. Decirles que para mí es un gusto poderlos conocer y acompañarlos a lo largo de esta excursión. Такое впечатление, как будто кто-то специально некоторые камни поставил, да? Или вот думаешь, как оно вот это не грохнется, оно же такое более песчаное внизу все. Как оно вот тут не свалится. Гид рассказывал, что изначально, и не то, что изначально, а официально, это вообще-то там, ну, на испанском, но переводится название парка «Мертвая земля». То есть не про Луну, это уже потом, когда один там начал публиковать фотографии, он так назвал парк Луны там и все такое, и оно прижилось как второе имя, но изначально, оригинально это «Мертвая земля» называется. Потому что когда-то предки местные здесь проходили, скот перегоняли там через горы, смотрели и сказали, что эта земля непригодная ни для каких, как бы этих самых, ни для жизни зверей, ни для их жизни. Они назвали это мертвой землей. Вот, в принципе, так оригинальное название этого уже и есть, этого плоскогорья в горах.
Появился такой сфинкс. Или кто-то говорит кот, или сфинкс, смотрите. Вот. Сейчас мы здесь пройдемся немножко по этим дорожкам и сможем посмотреть. Вот, на кого похоже? Ну, вообще-то, если хорошо представить, да, или на сфинкса, или на кошака лежачего. На кого-то это смахивает. Эти камни точно на что-то похожи, глянь. Вот это вот тут. Стали такие камни, мячи. Они еще и плодятся, смотри, вон из 3 сейчас будет. Вон еще куча движущиеся камни. Прикольно. Sí, en un ambiente húmedo y sometido a las altas temperaturas que provenían del centro de la Tierra. Esto a la vez fue haciendo que los minerales actuaran de formas distintas. Mayormente están compuestas por hierro y calcita. La calcita, en pocas palabras, es calcio. Этот парк находится на высоте 1300 метров над уровнем моря. И здесь очень много светлых дней. Из 365 дней 300 солнечные, приблизительно, около 300 солнечные. Дождь почти не бывает, потому что когда тучи дождевые проходят Анды, они почти все там в основную массу сливают, потому сюда почти никогда не заходит. Ночью здесь нету искусственного освещения, соответственно, самое идеальное место, одно из лучших для съемок ночного неба, для съемок Луны, поснимать Млечный Путь. Так что очень классное и очень красивое место, ребята. И, по-моему, там сказали, что это 250 миллионов лет уже этому месту. Ну, не знаю, так ли это, может 252, ну где-то в тех районах. Вон пасутся гуанако, и смотрите, как горы поменяли цвет. Вон. Вообще другие. Не знаю, то ли там меди много, то ли чего, но горы тут серые, а там вон вообще красные. А эта штука похожа на подводную лодку, видите? Тут так и называется, эль субмарино. То есть он как бы башенка такая, и издалека, во всяком случае, это очень похоже на такую подводную лодку, когда смотришь издалека. Вот это. Там были круглые камни. Некоторые туристы считают, что это окаменелые яйца динозавров. Экскурсоводы рассказывают, что то просто как бы когда-то кальций, там что-то приклеивался к чему-то. И типа так вот клеился, и повырастали такие круглые яйца. Ой, такие камни круглые. А вы как считаете? Это динозавровские яйца или это то, что кальций там наклеился куда-то? Почему они такие круглые ни с того ни с сего? Больше нигде нету этих круглых камней, а там прямо кладка какая-то. Может, это гнездо динозавра. Вот. То, что я говорил. 1350 метров над уровнем моря. Мне больше на инопланетянина похоже. Это на голову какую-то с глазами. Речки бывают даже воду имеют. Говорили весной и летом, когда дожди бывают. Редко, но они здесь бывают. Красиво отсюда.
Тебе нравится? Марино, ну то есть этот сам подводная лодка, тот камень, который я вам показал. Оказалось, что вот это они называют камнем подводная лодка. Вот. Сказали, что в любой момент он может упасть, потому что землетрясение, температуры, он уже стоит на очень такой, как бы шея у него очень тоненькая стала, видите. И у него был вот тут тоже стоял, и он уже свалился, этот камень. Так что никто не знает, когда свалится этот камень, но в любой момент, как это сказал, может быть сильный ветер, какое-то землетрясение в горах, где же горы, Анды, это вот землетрясение в Андах, и этот, может быть, свалится тоже так, как и вот эти посваливались. Вот тут они стояли, вот здесь. Очень интересные места, конечно. Видите, хоть узнаем из чего, как говорят, не только город, а узнаем, как вообще мир устроен. Теперь музей. Был тут какой-то палеонтолог, который тут очень сильно этот парк изучал. По-моему, это музей, как говорят, в честь его создан. Или, может, он его и начал создавать. В общем, в честь его. Кто его создавал, я еще не знаю. Как говорят, музей костей. Указано, что где нашли, вон чьи кости где. Я так понял, вот прямо на плакате видно, где чьи. Вот этого и вот этого. Да, реально видно скелет, а там побольше. Как ученые работают, видите? Не то, что сейчас кучу всего надо. А вон кострик, чайник, накидочка, лампочка. И метелка, и кирка, и вперед. Сыто просевать. Больше особо привилегий не имели. Очередное место нашего путешествия. Смотрите, какие красные горы. Самое интересное, вот это все серые, а там раз вот, все красные. Inevitable, que en algún momento esto va a suceder y que sabemos también que es una figura que, como ustedes pueden ver, está inclinada, pero eso no es más que el desnivel propio de las placas tectónicas, ya que si ven a su alrededor pueden notar que es el desnivel propio de las placas. Скалы, еще некоторые говорят, что это какой-то замок, видите, там как опоры какие-то есть, как то, как все. Сейчас мы на обратном пути поближе проедемся. А вот это вот интересная штука. Не знаю, чего она не падает, по идее должна бы упасть. Смотрите, как она расположена, да? Вот. Ну, вот это, что оно таким наклоном, то все они немножко наклоном, но такой вес сверху и не свалился еще, это, конечно, интересно. То есть тут вся вот эта архитектура, посмотрите, она такая наклоненная. Вот эти горы все, те так дальше тоже такие с уклоном все стоят. Некоторые говорят, что называют это замком туристы. Ну, типа, что как бы колонны такие есть. Ну, кому что кажется. Но похоже, если честно говоря. Мне еще интересно, почему так разделяется такой цвет. Тут весь серый, тут резко такие вылезшие. Что-то похожее, только не по цвету, а по форме такой, ни с того ни с сего, такие выросшие. Есть за Невкеном, там тоже, кстати, называется Тьерра де Динозаврия, земля динозавров. И там они подальше от дороги стоят, но когда вы едете после Невкена в сторону Барилочи,
Вы тоже увидите так вдалеке, вот такая прямо стеной так вот вылезшие горы. Вход, видишь? Он такой вход, как бы, две колонны, и туда в середину вход есть. Это точно замок старинный. Тут царь динозавров жил в середине.